Привет! В данном видео мы поговорим про модификацию на Left 4 Dead 2, которая изменит эту игру. И нет, не в смысле, что вместо АК будет киберпулемет. Смысл этого видео в том, чтобы сделать из Left 4 Dead 2 2009 года эту же самую игру, но года так 2018 уж точно. Наливайте горячий чай и приятного просмотра. На пятом месте у нас расположилась модификация под названием Efferent's Side Hood. Она изменяет иконки советов и интерфейс иконок огнестрела, оружия ближнего боя, медицины, гранат и так далее. Выглядит свежо, а самое главное не нарушает стиль, предназначенный игрой по умолчанию. Четвертое место у нас два претендента. Модификация под названием HD Survivors Left 4 Dead 1 и его собрата Left 4 Dead 2 HD Survivors. Как вы поняли, суть данных модификаций в том, чтобы улучшить текстуру выживших и увеличить их полигоны, абсолютно никак не затрагивая основную концепцию персонажей. Третье место, и это не одна модификация, а целый пак под названием Left 4 Dead 2 Remastered, в скобочках 4K Full HD. Он содержит в себе модификации, отвечающие за графику, шейдеры, эффекты, частицы, текстуры и так далее. Из основных это Particle Overhaul Mod, Item Reanimation и Innocent Blood Splatter Overlay. Первый отвечает за эффекты и частицы от коктейля Молотова, самодельные бомбы, рвоты толстяка, огня, фейерверков, гильз, дымки курильщика, лужи плевачества, адреналина. Item Reanimation говорит само за себя. Анимация аптечек, Молотова, бомбы, банки с рвотой толстяка и улучшение для оружия будет переделана в более реалистичную качество. Ну а Innocent Blood Splatter Overlay отвечает за кровавые капли на вашем экране. Выглядит очень реалистично и никак не занимает лишнего места. Все остальное — текстуры и пробы в 4К плюс Full HD, а также исправление мелких багов, попадающих на глаза. С полным списком вы сможете ознакомиться в описании, ведь все ссылки там. На самом деле модификация не такая уж и требовательная, как может показаться сперва. У меня очень слабый ПК, но и при этом он выдерживает и работает без особых проблем. Второе место и снова пак, на этот раз отвечающий за звуки и музыку. В общей сложности добавляют около 600 новых звуков, реплик и так далее. Двери, оружие, предметы зараженные, выжившие и так далее. Теперь вы сможете насладиться не только геймплеем, но и новыми звуками и фразами персонажей, которые каким-то образом были в первой части, но во второй их решили не завозить. И золотую медаль получает модификация под названием Uri Game Menu. Да, возможно, это не то, чего вы ожидали, но поверьте, это очень интересная модификация. Меняет она главное меню, а также меню в самой игре, добавляя новые иконки, вкладки, возможности. Выглядит достаточно эстетично и видно, что автор постарался упростить использование различных параметров, и я считаю, что получилось очень хорошо. Что ж, надеюсь, видео вам понравилось, и если это так, то не забудьте поставить палец вверх, так я пойму, что должен делать продолжение, в котором мы затронем настоящий рэгдолл, который был в первой части, а во второй его заменили на достаточно нелепую анимацию смерти. Новые модели оружия, как огнестрельного, так и ближнего боя, который прекрасно подойдет под концепцию зомби-апокалипсиса, а также очень классные компании. Поверьте, будет интересно. На том берегу был Демонстрон. Пока.